Здравствуйте, дамы и господа, я Александр Пазенко, и вы смотрите первое шоу о барберах и барбершопах. И как вы могли заметить, наконец-то наступила весна, потеплело, на улице появилось очень много малышек в коротких юбках. Однако новый сезон приносит новые проблемы. Многие мужчины после долгой зимней спячки, подойдя к зеркалу, могут обнаружить на своем лице совершенно нелепую растительность, на которой застряют кусочки чипсов, куски пиццы и всякие гадости. Совершенно верно, в этом выпуске речь пойдет о усах и бороде. И сегодня я вас отведу в особенный барбершоп. Не потому, что на стенах в нем представлен полный арсенал баллийского оружия, а потому, что его основал барбер, который трижды попадал в мое шоу, не заплатил при этом ни цента. Барбер, у которого коронная фишка становиться на колено и стричь. Я не шучу, ребята, сами видите. Фрайзер Воркшоп, ребята, и это Альдо Барберс, 10 серия. Поехали! Ну что ж, ребята, Фрайзер Воркшоп, Дмитрий Верховецкий. Ну что, Димочка? Присаживайся. Будем стричься. Опачки, ничего себе. Ну что, Дима, смотри, я обаятельный мужчина средних лет, отрастил себе вот такую вот бомжарскую бороду, но мне просто надоело, и я хочу себе усы, как у попа, блядь, как у американского копа, знаешь, вот когда вот чисто есть усы и все сбрить, потому что действительно, мне тяжело ухаживать. Ты вот сможешь сделать вот такую вот штуку? Знаешь, как в полицейской академии у чуваков вот было? Да, без проблем. Без проблем. Давай попробуем. Слышишь, пока мы вот не сбрили с бороду, расскажи ребятам насчет вот масла и насчет там микстуры. То есть, есть ли смысл пользоваться или смотря для чего. Ты имеешь в виду, ты хочешь увлажнить? Я хочу, знаешь, вот фишка, да, вот ты намазал масло, оно как бы размягчило и разровняло волосы. То есть это фикция или действительно это работает? Скажи ребятам. Смотря какое масло. Есть масло, там, например, просто для бороды, чтобы увлажнить, например, кожу саму и немножко разрядить волосы, сделать их мягче и более покладистыми. Это не настолько эффективно, сколько, например, постричь бороду. Можно делать компрессы из кокосового молочка на ночь, брать, например, вафельное полотенце, промкнуть его в кокосовом молочке, и если борода большая, длинная, сделать ее такую муфту на бороду. И утром просыпаешься, у тебя борода идеально гладкая и ровная. То есть ты можешь проходить целый день и волосы будут классно лежать. А если вот сейчас вот намазать маслом, можно увидеть какой-то эффект? Потому что, конечно, мои клиенты никто за один раз невозможно этого добиться эффекта. Это надо пользоваться реально постоянно. И тогда будет эффект. Да, желательно на ночь. То есть утром это никто не наносит. То есть она должна впитаться в сам кортекс волоска, то есть в саму его сердцевину. Когда волос размякает и выглядит покладистым. Ты рассказываешь прям как какой-то профессор волосяных наук. Я был технологом. Где? В колбасном цехе? В Российской Федерации. У нас нету политики. По миллион, короче. Так, ну что, давай сбриваем. Вот насчет пимпочки. Многие вот ребята спрашивают эту вот пимпочку. Оставлять, не оставлять. Расскажи, вот в моем случае, вот если я хочу оставить только усы, и они вот как у копов будут, а надо эту пимпочку мы оставляем? Ты имеешь в виду под губой? Да. Вот как ты думаешь? Можно ее оставить, посмотреть, что мы давай, потом мы всегда сможем сбрить. Мне приходят люди и говорят, я хочу вообще на лысо побриться, то есть у него большая борода. Я говорю, давай мы сделаем какие-то 5 вариантов разных, и она будет круто смотреться. Кстати, это хороший выбор. Расскажи еще, вот эта популяризация в фильмах, и вот такая вот вышла недавно статья в Forbes о том, что хрень, конечно, что самых 10 сексуальных мужчин, вернее, из 10 самых сексуальных мужчин планеты 7 носят бороду. На твое мнение, это еще в теме? Ты имеешь в виду в теме или носить бороду? Да. Я считаю, что мужчины всегда носили бороду, просто в нашей стране не всегда можно было носить и ухаживать бороду, потому что никто толком не знал. Был Советский Союз, и у людей было там 13 вариантов стрижек. Как в коммунизме. Да, то есть и все. То есть тебе говорят, бороду носят варвары, как в Древнем Риме. То есть если ты бородатый, лохматый, ты варвар. Ты, значит, ты лох. Да, ты не то чтобы лох, ты просто недостоин. То есть, лясно, да. Люди дикие, короче. Люди дикие, то есть в Штатах, в Европе бороды всегда носили, всегда были актуальны. Конечно, были периоды, когда там бороды не носили, но не актуально было, не модно. Но никто не запрещал носить бороды. То есть религия там не... Да.
Вот. И я считаю, что бороду можно носить, и если ты современный человек, можно бородой обыграть черты лица, там скошенный подбородок или широкий подбородок. Или второй подбородок. Да, то есть второй подбородок тоже можно. У каждого мужчины должен быть свой триммер, чтобы подравнивать бороды. А яйца? Прежде чем... Нет, для яиц должен быть триммер отдельный, мне кажется. Отдельно, да? Да, иначе потом всякие венерические штуки будут и на лице. А, кстати, какой? Какой триммер? Ну, на самом деле много вариантов, моделей триммеров, которые схожи. Чтобы яички не заживал какой? Чтобы не заживал, можно вал-деталер купить, можно купить... Как вал-деталер? Вал-деталер или... Дорогой? $42. А в гривнах 1500 с доставкой. Ну, ребятки разберутся. Ну, на самом деле, я думаю, что не проблема купить триммер на Амазоне или на eBay, подождать 2 недели, тебе придет классный триммер, нежели идти в масс-маркет, покупать себе какой-то браун, который морально изживает себя за 2 дня. Понты, короче. Да, понты. Это то же самое, что Мозер. Мозер машинка, которая работает 2 недели. Классно. Потом, да, потом она перестает работать, ломается. Что, можно смотреть? Конечно. Ох, я уже, да, как полицейский академик. Слышь, Дима, я еще хотел спросить. У меня просто, я не практикую такое, но я слышал, в России в барбершопах есть такая штука, как камуфлирование седины. У меня просто, ребята, такая фигня. Мне уже по 30-ник, и у меня с детства был черный смоленистый волос. Как здесь, так и здесь. Но в последние годы он стал рыжить. Волосы на самом деле были грязные. Не. И камуфлирование седины. Я хотел у тебя посоветоваться. Есть такая тема, у нас туда практикуют. Можно как-то сделать обратно мой черный волос, вернуть? Покрасить разве что краской. Потому что если твой волос сам посветлел, предел, но не стал полностью седым, он не потерял свой меланин. То есть в нем остался свой пигмент. Да. Если волос седой, он белый, седой волос, волосины, вот как у меня там седые вот волосы появляются. Да. Серьезно. Вот. Этот волос не имеет своего пигмента. Камуфляж в таком случае проникает внутрь волоска, в котором нет своего пигмента, насыщая его и приближая к его к естественному цвету. Нет пигмента. В тебе есть пигмент, я не вижу в тебе седых волос, у тебя просто выгорели волосы. Красится только седой волос. Просто меланин немножко понижает свой уровень, становится более светлым, нежели темным. Но он не теряет свой пигмент. То есть это совершенно разные вещи. Если у тебя седые волосы, там какие-то там на висках реально белые волосы, и ты хочешь, чтобы они выглядели, например, приближенные к натуральным, но не выглядели так, как дед, знаешь, в трамвае едет, а у него черные волосы, как гуталином намазан. Да. Вот. И ты хочешь выглядеть нормально и достойно, то в таком случае просто наносится камуфляж, но он не красит волосы натурально, он красит только седые. Он приближает их к натуральному цвету. Волосы настоящие не красятся вообще. Они остаются не будешь похож на педика. Нет. И красят не все волосы, а 50%. То есть из всех волос красится только часть. То есть частично разбивает. Сдалека ты выглядишь как 17-летний парень, но когда ты подходишь ближе смотришь, чувак седой. Но и нельзя спалить, что он красится. То есть выглядит естественно. Это преимущество. На самом деле мы делаем это камуфлирование, но его не афишируем между собой. Просто кому надо, тому можем сделать. Это как маникюр. То есть тебе надо маникюр, пришел сделать. То есть, маникюр есть? Да, у нас есть, но он передвижной. Во время стрижки к тебе подъезжает девочка с большой грудью и делает тебе маникюр. Но это не афишируется. У нас нет такого. Вы положите руки на сиськи. Ну смотри, я сижу. Да, ну куда я руку? Я на сиськи положил, так мне приятно, и она... Просто мастер, который работает рядом, может взять бритву и отрезать тебе руку одним ударом. Ну ладно. И рука как... И шевелится рука. Такая кричит, сиськи. Так а что с этой пимпой? Что будет? С какой пимпой? Пимпу мы оставим, мы ее просто растушуем, чтобы она плавно отрастала и входила в бороду, которая будет в дальнейшем отрастать. Все. Ее коротко делать не будем. Да. Я тебе предлагаю расслабиться. Расслабиться. Может, виски, джина? Виски, джина. Вал-детайлер имеет срез 0,01,5 мм. Практически как бритва. Для яиц. Нет, для яиц лучше такой не использовать. Зажует тебе и все там. Так ты не сказал, что для яиц. Можно купить себе
Может. Может. Я думаю, скоро мы получим официальное письмо от компании Мозер. С наилучшими пожеланиями. Я думаю, что они не знают, что есть такая страна. И такие барбершопы, как когда Барберс барбершоп, Фризер барбершоп. А, кстати, фризер или фрайзер? На самом деле по-разному. То есть с американского, если с английского читать, то фрайзер. Если с норвежского, то фризер. Фризер. Да, фризер это с норвежского парикмахер. Фризер. Да. Это как приходит к мастеру, а не в парикмахерскую. Ты это должен знать. Думаю, как никто. Если хотите сохранить длину и не убрать слишком много, можно взять расческу, вставить ее, вывести угол, который нужен, то есть и длину отрегулировать. Саму себе типа? Да, сам себе выставляешь расческой и как предохранителем регулируешь, а потом просто машинкой по этому уровню срезаешь. Тогда ты больше не срежешь и сохранишь симметрию с двух сторон одинаковую. Не будешь выглядеть как полный лох. Не слушайте его, я 2 года себе пытаюсь усы сделать. И всегда парю, это очень сложно. Ну что, готово? Да, усы мы постригли. Бороду я снял, просто сделал щетину 0,02 мм. Кстати, слышишь, чем это обрабатывать? Потому что все приходят и жалуются, у кого появляется раздражение, когда себе им постригли, к примеру, бороду. Машинкой постригли или бритвой? Без разницы, то есть... Натягивать кожу, да? Нет. И работать по росту. Не, я не об этом. Ребята дома подбривают себе, вот у них Плохо борода. подбрил, значит неправильно. Подбривают. Иначе как? И раздражение. Чем обрабатывать и как этого избежать? Ну, во-первых, чтобы избежать раздражения, в первую очередь нужно натягивать максимально кожу и работать Дома. по росту волос. Дома. Да. Если ты боишься, что у тебя будет раздражение, не брей против роста волос. Брейся это каждый день, но зато по росту волос. Хорошо, чем? Бритвой, машинкой, в любом случае, по росту волос. Против роста волос мы стрижем только тогда, когда мы уже полностью все сняли. Сразу против роста волос мы не имеем права делать. Ну просто полотно машинки может зайти в пору и срезать тебе кусочек кожи. И будут раздражения, Всё. красные точки на шее. Да, там потом уже чем не маскируй, тальком, лосьоном, раздражение останется. Это воспалительный процесс, который должен за какое-то время погаснуть. Хорошо, а вот типа ребятки сами себе подбрили, да, там контур, неважно что подбрили. Чем лучше всего, по твоему мнению, обрабатывать? В первую очередь, лосьоном. можно лосьоном, там, барбасол там, или И шипа. объясни ребяткам разницу, чтобы они раз и навсегда запомнили разницу между одеколоном, лосьоном, кремом. Одеколон более концентрированный. Лосьон, он же просто обеззараживает кожу, и он рассчитан на то, чтобы наносить его после бритья ежедневно. Он не так пересушивает кожу. Это шипер, чувак. Не пересушивается кожу. Как это называется? Скажи, ребята, будут при покупке. Как лосьон называется? Да, вот это. Шипер. 10 гривен стоит. Можно купить и барбасол. Тоже стоит там гривен уже 60. Они все на спиртовой основе, да? Да, там идет этиловый спирт, эфирные Они масла. прижигают, клеточку замораживают, и хорошо себя чувствует кожа. А вот лосьоны типа вот Nivea такие жидкие, типа есть смысл использовать? Ну, они на самом деле просто основаны на кремах. То есть там идет какая-то часть крема, какая-то часть лосьона, этилового спирта. И это все маркетинг на самом деле. Ну, то есть да, это то, что неэффективно. продается в супермаркетах, ребят. И потому лучше одеколончик и лосьончик, да, Дим? Да, и тальк, обязательно тальк использовать. Тальк должен быть с пантенолом. Дома обязательно. Тальк это неотъемлемая часть бритья. Если ты бреешься, то нужно использовать тальк. Поэтому идешь в аптеку и говоришь, мне надо тальк с пантенолом. Обычный тальк, детская присыпка, в этом случае не канает. Она просто маскирует визуально, но ни в коем случае она не убирает раздражение. Тальк, когда в него входит пантенол, он способствует регенерации кожи. Заживлению. Да, ускоряет этот процесс. А что сначала тальк или лосьон? Сначала тальк, потом лосьон, потом тальк. Так же, тальк, лосьон, тальк. Просто ты сначала тальком смыл лишние волосы, убрал Кстати, в раздражение. фильмах, вы видели в старых фильмах, кстати, также тоже были после бритья? Ой, как приятно. О. Кстати, Дима, а что у тебя по ценам? По бороде, по... Стрижка бороды 120,
В это входит и окантовка бритвы То опасной. есть вы как бонусом, типа, подбриваете, Да, да. красивенько, скулы, да? Расскажи. Все, абсолютно полностью ты подбриваешь. Например, если человек пришел подбрить усы сделать, то ты ему можешь сделать окантовку, обрамить вокруг усов. Дополнительно. Да. Надгубная там впадина тоже простригается, то есть все полностью. Чтобы волосы обратно не лезли. Да. Я люблю кусать, хер достану. Не достает. Слышь, Димон, а мы, короче, покажи ребятам свою коронную фишку вот это на коленях. Я просто обещал, что ты покажешь. Покажи, пожалуйста. на коленях? Ну как ты стрижешь на коленях, когда ты на колено становишься и стрижешь? Так это когда карпики приходят. Покажи. Смысл, что скажи? Ну вот кусочек чуть-чуть постриги мне, покажи, как это ты делаешь. Просто это крутая фишка. Ну, Дима у нас шоумен, он умеет всякие крутые... Ты становишься на колено, например, если там не видишь, или там сзади подстригаешь окантовку. То есть мастер, он там не король, клиент Для король. карликов или это ты для детей Нет, шутишь? это для детей чаще всего бывает. То есть ты не стесняешься, то есть для тебя это не пристыдно. Нет, ведь клиент король, а ты делаешь все возможное, чтобы король был доволен. Ребята, вот, наконец-то. То есть все части, тебе лучше видно. Когда ты стоишь как сгорбленный, как идиот, это выглядит хуже. Тебе проще пригнуться, встать на колено, подровнять какие-то мелкие нюансы, сохранить свою осанку и выглядеть достойно. Нормально, да? Барбер в костюмчике на колено становится. Слышь, Дима, а покажи вот это, как ты вот так на колени вот так делал. Вот так. На вытянутой руке. Это тоже? Не понял. Вот ты вот так становился на колено и ты вот так на вытянутой руке стриг. Так, вот так. Я думаю, этого будет достаточно. Ребят, вот такие вот барберы, Фрайзер, Барбершоп, да, Дим? Что, похвастайся, расскажи ребятам, ты нас уже и так достаточно удивил и дал максимально обширную информацию по уходу за собой мужчинам. Что еще особенного, отличия, как бы, сделай себе, сам себе маленькую рекламку. Еще чего? Ну, повыпендривайся. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ну что у тебя есть крутого, что особенно в твоем барбершопе? В нашем барбершопе после стрижки первого клиента мы обязательно фотографируем на нашем брендволе. У нас там профессиональный свет, это дает возможность получить классную, чистую фотографию, которую можно в дальнейшем показать любому барберу в любой точке мира, и он пострижет тебя так же самое. То есть ты не будешь там объяснять ему на пальцах, я хочу так, а ты пришел фотку, чикс, и ты такой, тебе фух, и Кстати, да. Ребята, если у вас слабо со своим мнением, и вы лучше реально хорошенько загуглите, найдите фотку, покажите барберу, все будет четенько. И в конце после стрижки вы еще получите фотопортрет. Дима, вот смотри, ты мне вот сделал усы, да? Сделал усы. Теперь мне нужно чем-то их как бы Подравнивать или укладывать? укладывать, да. Ты можешь использовать как воск, ты можешь использовать пасту, не обязательно использовать воск для усов. То есть то, что не для головы или отдельно? Главное, чтобы он был матовый, то чтобы он минимально имел запах, потому что когда он возле усов находится, ты это чувствуешь, и оно тебе портит обоняние. Поэтому можешь укладывать бриолином, например, брать там когрис 4 икса, он матовый, И плотный. у меня будет ровный волос. Да, ровные волосы, просто по росту волос укладываешь. И Наносишь расчесывать точно так же эти по направлению, щеткой, да. по Можешь направлению. щеткой сначала расчесать, потом уложить, и потом щеткой еще раз провести. Смотри, у меня есть моя... Балесонг? Балесон. То есть я могу спокойно расчесывать, Да. подравнивать их, да? И вместе с воском. Отлично. Окей, круто. Так, ну что, ребят, готово? Можно теперь примерить мой образ копа 70-х годов. Есть. Ну что ж, ребята, это была 10-я серия Фрайзер Барбершоп, Дима Верховецкий, город Киев. И я вам советую, если вы что-то хотите переменить в своей жизни, обязательно приходите к своему любимому барберу, в свой любимый барбершоп, меняйте. И я желаю вам всегда иметь отличные стрижки, отличные бороды, и чтобы у вас все было в жизни хорошо. Что ж, Димочка, спасибо тебе огромное. Тебе спасибо. Спасибо. Я теперь реально буду с меня смеяться, но зато у меня теперь шикарные усы. Спасибо тебе, дорогой. Я желаю твоему барбершопу развития. Желаю тебе много-много клиентов, и чтобы каждый, который пришедший сюда человек, оставался максимально доволен. Спасибо, мне очень понравилось. Все, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, и до новых выпусков. Все, пока-пока.
подкасте. Это была последняя, 10-я серия в этом сезоне. Но у вас есть уникальная возможность. Вы можете зайти к нам в стену ВКонтакте и проголосовать за лучший барбершоп первого сезона. И мы, конечно же, наградим его хорошим подарочком. Ну все, будем прощаться и увидимся во втором сезоне. Все, пока-пока.